Добрый день, друзья, товарищи! В эфире обзоры и тесты от Бородача, и я продолжаю тему мужского здоровья. В этом видео я разберу такую горячую, животрепещущую тему, как раннее семяизвержение. Это когда мужчина очень быстро кончает. Мой предыдущий сюжет на эту тему набрал очень много положительных отзывов, он вам понравился, и я снимаю продолжение. О чем сегодня пойдет речь? Не секрет, что многие мужчины очень быстро кончают, а это не нравится уже их дамам. Дамы хотели бы тарабаниться подольше, но не у всех это получается. Так вот, сегодня мы разберем все возможные способы, как избавиться от этой проблемы. Я расскажу, чем пользовался конкретно я. Итак, поехали! Мой прошлый сюжет касался общетеоретического вопроса, почему же мужчина быстро кончает, какие у этого явления могут быть причины. Надеюсь, вы его смотрели, а если не смотрели, то посмотрите. Ссылку я оставлю внизу в описании. Там я рассказываю про 3 основные причины, почему мужчина может быстро кончать. Определите, какая причина у вас, это, в общем-то, несложно. А сегодня будем рассматривать, что же делать в каждом конкретном случае. Если вы молодой и неопытный самец, то, скорее всего, причина вашего раннего семяизвержения – это психологические проблемы. Часто бывает так, что парень очень сильно хочет, очень возбужден, ну или наоборот, комплексует, не уверен в себе, боится показаться каким-то там неумелым с опытной женщиной, и от этого все проблемы. То есть проблемы это психологические, они находятся в голове. Именно голова, именно мозги контролируют процесс семяизвержения, и у более опытных самцов этот процесс контролируется, они могут тарабаниться намного дольше, чем неопытные. То есть здесь единственный вариант, который можно предложить, это набираться опыта. Чем дольше вы тарабанитесь, тем больше у вас опыта, не только у вашего тела, но и у ваших мозгов. И вы можете тарабаниться дольше. И вот тут обычно у моих зрителей возникает такой вопрос. Неужели современная медицина в 21 веке ничего по этому поводу не придумала? Уже сотню раз об этом говорили, но единственное нормальное лекарство, которое работает, это лекарство примоксетин. Он расслабляет мозги, убирает повышенную чувствительность и позволяет тарабаниться подольше. Ну а так только опыт и постоянные тренировки способны избавить вас от этой проблемы навсегда. И дальше такая вещь, что часто у молодых и неопытных самцов вот эта вот психологическая проблема, точнее психологические проблемы, идут вместе с проблемами повышенной чувствительности. Но об этом сейчас поговорим. Повышенная чувствительность Василия встречается не только у молодых, но может быть в любом возрасте. И это является одной из основных причин раннего семяизвержения, как и психологические проблемы. Дело в том, что Василий, а особенно его головка, очень чувствительны. Любое к ним прикосновение хорошо возбуждает, очень хорошо чувствуется. И здесь нужно бороться именно с повышенной чувствительностью. Эта проблема будет уже посерьезней, потому что с опытом и с возрастом она сама по себе не проходит. Есть несколько способов, о них сейчас расскажу. Первый способ – это специальные брызгалки и мази с лидокаином, бензокаином и другими анестетиками. Нужно побрызгать на головку, и она замораживается. Как вот зубы, когда лечат, делают анестезию, вот так же на головку брызгаешь, она замораживается, ничего не чувствует. И в таком состоянии можно тарабаниться долго. Только проблема в том, что вы ничего не чувствуете и никакого кайфа, естественно, не испытаете. У некоторых может даже пропасть возбуждение, то есть может просто не стоять. С этим мои зрители также сталкивались. Так что данное средство можно использовать только в крайнем случае. Второй вариант – это различные упражнения. Это очень глубокая и многогранная тема. Если у вас будет интерес, я могу снять по этому поводу подробный сюжет, что использовал лично я, но вообще какие упражнения для этой темы существуют. Пишите в комментариях, интересно ли вам это. Если будет много лайков, как обычно, много комментариев, то я сниму хороший подробный сюжет про упражнения. Пока могу дать только наводку, поискать в интернете упражнения для снижения чувствительности головки.
Ну и в частности, хорошее упражнение старт-стоп. Для вас это будет полезным заданием. Дальше, значит, третий способ борьбы с повышенной чувствительностью, уже более конкретный, уже радикальный, это операции. Существует несколько видов операций для снижения чувствительности. Например, всем известная операция обрезания. Также могу снять про это конкретный подробный сюжет. Пишите, если вам нужно. Ну и четвертый, это медикаментозный способ с помощью лекарств. Например, тот же самый примоксетин, о котором мы все знаем. Он тоже способен снизить немного чувствительность. Дальше различные заболевания. Часто проблема раннего семяизвержения связана с наличием в половой сфере мужчин различных заболеваний. Обычно это простатит либо везикулит. И это уже характерно не для молодых, а наоборот для возрастных самцов от 40 лет и старше. Часто бывает так, что мужичок всю жизнь тарабанился нормально и вдруг начал быстро кончать. Как правило, это простатит. Дело в том, что из-за простатита вся половая система мужчины находится в излишнем раздражении, и от этого происходит раннее семяизвержение. Решение здесь, естественно, лечить простатит. Вот такие дела, друзья. Определите, какая причина раннего семяизвержения у вас, и занимайтесь ей. Все можно исправить, все можно вылечить. Я в свое время все успешно исправил. Правда, проблема в том, что занимался я этим очень долго, но у меня не было никакой информации, у меня даже тогда интернета не было. У вас есть куча информации, у вас в конце концов есть я, у вас есть современные лекарства, поэтому все у вас получится, все будет нормально. Не парьтесь, занимайтесь и исправляйте. Ну а на сегодня, пожалуй, это все. Ставьте лайки, кому понравилось. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг по каким-то причинам до сих пор вы не подписаны. Ну и да пребудет с нами сила Тодолофила!